Мы часто опускаем бюллетень в урну и редко задумываемся, какая за этим стоит история. А ведь это целый путь со сложнейшей механикой. Вот об этом сегодня и поговорим. Разберемся в истории голоса. И вот, чтобы сразу стало понятно, о чем речь, давайте начнем вот с этой цифры. 2%. Всего лишь 2%. Представляете? Именно столько людей на самом деле могло голосовать в той самой знаменитой на весь мир афинской демократии. И эта цифра, она ведь о многом говорит. Она напоминает, что право голоса — это никакое не данное свыше благо. Нет, его буквально вырывали в борьбе, которая длилась веками. И какой же это был путь? Посмотрите сами. От Великой Хартии Вольностей, которая впервые хоть как-то ограничила власть короля, через великие революции XVIII века и вплоть до отчаянной борьбы суфражисток в XX. Каждый шаг к тому, чтобы голос каждого человека что-то значил, был невероятно долгим и, честно говоря, очень трудным. Так, хорошо. Допустим, право голоса завоевали. Но это, как говорится, только полдела. Ведь теперь нужно как-то эти голоса считать. И вот тут начинается самое интересное. Оказывается, правила подсчета, они могут перевернуть вообще все. И начнем, пожалуй, с самой простой системы, которая многим покажется самой очевидной. Называется она мажоритарной системой относительного большинства. Ее используют, например, в США, Британии, Канаде. А принцип до смешного прост. Кто набрал больше всех голосов, пусть даже на один голос, тот и победил. Все. В чем тут подвох? А подвох в том, что это, по сути, выбор между простотой и справедливостью. С одной стороны, да, все предельно ясно, и результаты известны быстро. Но с другой, смотрите, кандидат может легко победить, набрав, скажем, 35% голосов. А это ведь значит, что 65% избирателей, то есть подавляющее большинство, голосовали против него. Вот такая арифметика. Чтобы решить эту проблему, придумали другую систему – мажоритарную, но уже абсолютного большинства. Ее цель – сделать так, чтобы у победителя была реальная поддержка большинства. Такую систему можно увидеть, например, на президентских выборах во Франции или в Бразилии. Да, эта система, конечно, решает главную проблему предыдущей. Победитель тут — это точно тот, кого поддержало большинство. Но, как всегда, есть и обратная сторона медали. Во-первых, это 2 тура голосования, а это дороже, сложнее. И, как показывает практика, во второй тур приходит уже меньше людей, явка падает. Хорошо. А что, если пойти по другому пути и поставить во главу угла не простоту, а именно справедливость представительства? Для этого есть пропорциональная система. Она очень популярная, ее используют большинство стран Европы. Здесь все, казалось бы, предельно честно. Получила партия 10% голосов по стране, вот ей 10% мест в парламенте. Каждый голос на счету. Но в этом и ее главная слабость. В парламент проходит куча мелких партий, которым потом очень сложно договориться между собой, чтобы сформировать правительство. И это частенько приводит к политической нестабильности, к бесконечным переговорам. Ну и, конечно, видя все эти плюсы и минусы, некоторые страны пытаются, что называется, усидеть на 2 стульях. Создают такие смешанные, гибридные системы. Например, Германия или Новая Зеландия. Они пытаются взять лучшее от обоих миров и представительство обеспечить, и стабильность сохранить. Так, систем много, все они разные, но может это все просто теория, насколько сильно эти правила на самом деле меняют итоговый расклад. Давайте посмотрим на очень простом, но показательном примере. Итак, представьте, что в некой стране прошли выборы, и голоса избирателей разделились вот таким образом. Есть 4 партии, и ни одна не набрала большинства. А теперь магия правил. Посмотрите, что происходит дальше. При мажоритарной системе победитель получает все, партия А, у которой всего-то 35% голосов, может забрать себе все 100% мест. Абсолютная власть. А теперь те же самые голоса, но при пропорциональной системе. Партия А получает свои честные 35 мест, и все. Чтобы управлять, ей придется договариваться с остальными, понимаете? Одни и те же люди, одни и те же голоса, но результат кардинально разный. Так что правило — это не какие-то там детали. Это то, что определяет, кто в итоге получит власть. Но постойте, это еще не все. Даже самая идеальная, самая справедливая система подсчета — это лишь половина дела. Есть еще 2 фактора, которые могут оказаться решающими. Первый — кто вообще пришел на выборы. И второй — верят ли люди в то, что голоса посчитали честно.
Явка — это вообще отдельная история. Она может изменить все с ног на голову. Просто представьте, при низкой явке, когда голосуют в основном одни и те же люди, побеждает, скажем, консервативная партия. Все предсказуемо. Но стоит на выборы прийти мотивированной молодежи, как результат может оказаться прямо противоположным, и победит уже молодежная партия. Вот вам и сила явки. Каждый голос, который пришел или не пришел на участок, в итоге решает. Ну и разумеется, все это имеет смысл только при одном условии, если выборы честные. А вот с этим всегда были проблемы. Угрозы ведь никуда не делись, они просто меняются. От банального вброса бюллетеней и подкупа избирателей до сложнейших кибератак на системы подсчета. И с каждым годом эти угрозы становятся только хитрее. И вот тут мы подходим к нашему времени, к сегодняшнему дню, когда вот эта вечная борьба за честный голос сталкивается с вызовами, о которых раньше и подумать не могли. Мы живем в цифровую эпоху, и это создало совершенно новые поля битвы. Во-первых, социальные сети. Это теперь главный инструмент для компаний, но одновременно и мощнейшее оружие для дезинформации. Во-вторых, кибербезопасность. Защита избирательных систем — это уже не просто работа для сисадминов, это настоящая гонка вооружений. Ну и в-третьих, поляризация. Из-за всех этих цифровых пузырей, где мы слышим только тех, кто с нами согласен, общество раскалывается на враждующие лагеря, которым почти невозможно договориться. Так что же из всего этого следует? А следует вот что. История выборов — это не застывшая страница в учебнике. Это непрекращающаяся борьба. Борьба за демократию, за расширение прав и в то же время постоянная борьба с теми, кто пытается все это отнять, с авторитаризмом и дезинформацией. От тех 2% в древних Афинах и до глобальных киберугроз сегодняшнего дня фундаментальный вопрос, по сути, не изменился. Как сделать так, чтобы голос каждого был услышан и честно посчитан? И эта битва продолжается. А какой будет ее следующая глава, это, пожалуй, самый интересный вопрос.